Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. В прошлой серии хотел я одним махом все это снять, засыпку свою канав, но на ролике должно быть видно, где я опять в очередной раз колесом, елочкой, или как шипами называется, или елочкой, зацепился за дышло прицепа, и, короче, в конец мне это достало. Хотел я попозже это переделывать, но приобрел я эту кронштейн поворотный, называется, для прицепа мотоблочного, и решил все это переделать. По прицепу меня как-то обвиняли в том, что прекрасный прицеп, и я его зря хаю. Ну, по прошествии времени мое мнение немножко изменилось о нем. В какую сторону? Как был он говном, так и остался. Именно грустно от того, что испортили идею. Прекрасная идея самосвального прицепа реализована отвратительно. Он реально опасный прицеп. Опасный в том плане, что у него повсюду торчат очень острые кромки. Вот все эти кромочки, они торчат, они опасны. Их надо, было в свое время либо полностью срезать, либо обтачивать как-то. Но этот прицеп реально опасный. Я уже говорил в своих первых видео вот о том, что собака спрыгивала, не моя, а там у коллеги на работе. Собака спрыгивала, зацепилась, опять же, за острую кромку, разорвала себе там под мышкой, скажем так, сантиметров 15, наверное, шофера делали. Короче, там в экстренном порядке собаку, овчарку привезли в ветеринарку, там шов сантиметров 15, наверное, был. Ну, в общем, прицеп опасный, я сам об него ноги постоянно неплохо так режу. При этом, то есть, и опять же, изготовление его просто отвратительное. В старом ролике, там, без монтажа он у меня такой. Все настолько, сварка такая убогая, все такое убогое. Покраска такая же убогость. Все какое-то помятое. Ну, короче, вот так. Сам по себе именно идея такого прицепа хорошая, мне нравится. Но реализация все испорчена. Ну так ладно, бог с ним, с этим прицепом. Прицеп такой никому не советую, но только если вы будете его переделывать. А лучше тут, честно говоря, по материалам тут проще самому сделать. В чем смысл? В том, что при повороте руля шипы цепляются за этот треугольник. Это крайне плохо. Хотел я изначально сделать, как все делают, карданное соединение, переделывают и присоединяются, оно легко поворачивает там и получается по горизонтали и по вертикали. Хотел я так сделать, но опять же упоров нету. Нету ограничителей поворота при таком способе. У меня на работе коллега, у него мотоблок Брадо, по-моему, вот, он тоже так сделал себе через карданное соединение и сел там. Но я так подозреваю, он еще при этом неплохо так подогрел душу свою. В общем, и поворачивал, зацепился там, перекулился с этим мотоблоком, там, чуть жив остался. Отсюда мораль. За любым видом транспорта категорически нельзя выпивать. Выпивают только за столом и все. И никакой работы не производят при этом. Вот. Это первый момент. Второй момент, опять же, упоры. Поворотные упоры. Если бы эти упоры присутствовали, то, возможно, бы он не перевернулся. Благо, он все хорошо, там лицо слегка поцарапал, но, в общем-то, в остальном все обошлось легким испугом. А вообще, вот бывали лишь не раз случаи, когда мотоблок хозяина переезжал. Смертельный случай в Беларуси. В прошлом году точно был такой случай, вот я помню. Почему? Ну, потому что, как говорится, нехер пить. Ну да ладно. Купил я этот кронштейн в Минске в фирменном магазине МТЗ. Обошелся он мне что-то, по-моему, 81 или 82 рубля. Ну, где-то около 2000 России. Наверное, меньше даже. И хочу я его переделать под этот прицеп. Тут уже ограничители заводские стоят. Втулка крепежная, там прут просверленный, болванка металлическая. И стоят упоры. Ограничение поворота, то есть даже с запасом, с большим еще сделано. Можно даже при желании, если уж совсем хочется прямо на месте разворачиваться, можно эти прутики чуть-чуть подрезать, чтобы дать возможности больше, еще больше поворачивать. Но я не думаю, что это необходимо. Внутреннее отверстие 62 миллиметра. Я тут поскреб по сусекам, тут нашел на заборе только трубу 60-ку советскую. Но я думаю, подойдет она. 60 миллиметров внешний диаметр, а здесь внутренний 62. 62,5, если быть точнее. В общем, сейчас я буду все это добро переделывать, срезать. Как определить длину? Если закрепиться
скидываем старое крепление. Вот. Если, к примеру, подумать, что можно сделать вот так вот, то не получится. По той причине, что при посадке, как на чопере будешь, не достаешь до руля. Как узнать, сколько срезать? Да, в общем-то, вот сколько вот эта часть длиной, столько и срезать. Подводим до максимума прицеп. Вот стоит мотоблок. Мы условно его сейчас подсоединяем. Вот в ВОМ я немножко вставлю. И вот он получается. Как будто я его подсоединил, и новый поворотный кронштейн уперся в площадку. Ну, я думаю, вот что вот это вот вполне достаточно мне. Ближе и не надо. И дальше тоже. То есть вот такая вот длина мне нужна сейчас. Ну что ж, начнем работать. Как определиться с высотой? На какую высоту мне надо приваривать трубу, чтобы работать с поворотным кронштейном? Вот если делать прицеп ровно, плюс-минус, то есть получится где-то вот, что я, приподняв его, где-то вот на такую надо глубину мне его выставлять. Руль можно немножко приподнять, но вот как-то так. Получается, крепление самого кронштейна к прицепу будет находиться ниже площадки для ног или выше. Вот я даже не знаю, надо ли, чтобы мне прицеп стоял под углом, чтобы был на таком переломе. То есть мотоблок, получается, я сажусь, и прицеп у меня вперед смотрит, вниз. Насколько это мне надо? Или это лучше мне, чтобы он мне ровненько стоял? Мне кажется, что он ровнее будет, чуть-чуть будет даже лучше. Ну да ладно, время покажет, если что, переделаем. По прицепу еще добавлю. Неоспоримые плюсы — это его самосвальность и легкость. Я его легко могу свободно катать. Спасибо, люди подсказали, что тормоза настраиваются путем поднятия кузова. Я думал, как их настраивать? На бок положили, все пытался натянуть, там изо всех сил тянул, так и не сумел толком сделать. А оказывается, при поднятии кузова, ну, кстати, краска пошла. Надо на скотч назад приклеить или на суперклей. Вот при поднятии кузова ослабляются тросики тормозные. И вот после этого можно спокойно натянуть тормоза. Спасибо за этот совет. Я поднял, действительно поднял. Троса освободились. Я спокойно их подтянул с запасом с большим. Поначалу все, тормоза натянул, но это абсолютно не помогло. Как он не тормозил, так он и сейчас не тормозит. Разницы никакой я не ощутил. Я на тормоза натянул так, что он поначалу мне даже при поездках подвывал чуть-чуть. Насколько вот эти ленточные тормоза прижимались к втулкам колесным. И толку никакого все равно. Повыл, перестал, чуть-чуть стерлось. Сейчас тормоза нажимаю, в принципе не останавливается. Так что за совет спасибо, а толку нет. Продолжим. Нам нужно срезать площадку, обрезать за подлицо трубы. Эти же трубы, скорее всего, я сделаю поперечины для усиления прочности. Ну, в общем, сейчас будем колхозить на ходу. Не забываем про глаза. В каком-то ролике я про обкатку мотоблока, по-моему, рассказывал про глаза, как я пострадал в свое время. Так что не забываем, одеваем всегда очки. Даже если вы хотя бы на секундочку, всего лишь чуть-чуть подрезать, все равно одевайте очки. Глаза надо беречь, без них тяжело. Также желательно перчатки одевать какие-нибудь. Первую распорку вварили, теперь надо дальше определяться, на какую длину. Чем длиннее, брать, делать поперечину и вварить следующую распорку. Надо ли она такая длинная здесь?
Я, скорее всего, заморачиваюсь. Ну так, почему бы и нет? Почему бы не позаморачиваться? Возьму, наверное, длинную распорку. Разницы нету тут. Подрезать ее нет смысла. Вот такая конструкция. Площадку на место установлю. Саму трубу, которая будет входить в кронштейн, приварю снизу с выходом. Ну и там уже приколхожу что-нибудь. Пока что мне нравится, что получается. Не знаю, как оно проявит себя, но вот так, как есть. Все-таки цепляться уже перестану. Уже большой плюс. С ночной смены не спавший, блин. Куда дел краги? Ищу, хожу. Старость не радость. Итак, продолжаем. Поскреб по сусекам, нашел трубу только 60-ку. 60-ку, но толстостенную. Красивая такая 60-очка. Не знаю, насколько она подходящая, потому что это внешняя 73, внутри 62. Это 60-ка. Оно довольно сильно люфтит. Я вот не знаю, насколько... Блин, конечно, тут это не настолько важно в плане, что там не такие же кульбиты там по канавам носиться. Так что вот я даже не знаю. Наверное, пренебрегу я этим и буду делать дальше как есть. Коротковато, конечно. Придется мне с двух кусков ее нарастить, иначе другого варианта я просто не вижу. Ну, будем делать. Дальше. Так, надо кульнуть прицеп и посмотреть, насколько ровно стоит труба. Потому что размеры я тут немножко торопился, не соблюдал. Надо прикинуть по месту уже, чтобы ровненько было. Вроде бы там в ролике как-то иначе, по-моему. Сначала одеется кронштейн, а потом одеется прицеп. Она нам то же самое сделать стоит. Так, одели кронштейн. Ну да, так удобнее. Одели прицеп. Вот вырисовывается наш прицеп с новым креплением. Ну, как по моим ощущениям, так вроде все ровно. Прихватилось. И можно уже привариваться. Сейчас мы же дальше чуть отодвинуться. Вот, мотоблок стоит ровно. Линии вроде ровные выведены. Люфтик присутствует, если что. Я, право, не знаю. Вроде бы все отлично. Может быть, чуть-чуть в левую сторону его стоит. Если перевернуть, это получается в правую.
Ну, по-моему, все. Не вижу причин не приварить трубу дальше. Ну, вот такая радость у меня появилась, получилось. Вчера не заметил, память на камере кончилась. Так что вот так, приварил. Теперь даже мне всегда вот казалось, что слишком близко расположен руль. Ноги, рост не позволяет, я даже немножко назад отъеду, сантиметров на 5. Сделаю длиннее для себя. Ну, мне так удобнее. Под себя делаем это. Есть возможность сделать крепление больше, почему бы его не сделать. Вот уже проблема с поворотом исключена. Упор упирается как раз туда, где упираются болты сцепки, в те же места. Все здесь продумано. Если кому-то захочется, можно даже укоротить эти шпильки чуть-чуть, и поворот еще будет больше. Ну, хотя я не знаю, тут и так достаточно, в общем-то. За счет дуги и выхода трубы еще можно сделать больше, чтобы еще больше разворачиваться. Но это уже, наверное, излишки будут. Ну, как бы рычагом я цепляюсь, но сильно далеко тоже не хочется отводить. Все же органы управления, насколько тут это все нужно. Повторюсь, труба внутренний диаметр 62 мм, кронштейна внутренний диаметр 62 мм, трубу я взял 60 мм. Может быть, в идеале там 61,5 какой-нибудь, но это надо вытачивать. Взял то, что было. Ну и трубу взял толстостенную, здесь толщина стенки, наверное, миллиметра 4,5-5. Все же вернем на прежнее место. Это как в притче с осликом, которому 2 копешки сена дали, он с голоду умер. Так и я сейчас. Чем дальше отводишь, тем удобнее, но при этом неизвестно, как это повлияет на поведение мотоблока, то есть на моменте управления. Но под рукой, когда рычаги, удобнее, конечно. Упор я сделаю из той же трубы, просто ее разрежу, одену на трубу и приварюсь. Это будет у меня такой упор сделан. Потом, как я посмотрел, я ж не знал, как там соединение устраивается у них. Сделаю на работе кольцо фиксирующее и просверлю отверстие, чтобы шкворень вставлять. Опять же, не хочется далеко идти. То есть близко приближаться к краю тоже как бы нельзя, получается, нагрузка будет привариваться. Я думал вообще приварить его намертво здесь и больше не снимать. Но обратил внимание, что очень сложно не очень, но сложно одеть прицеп на мотоблок. И проще сначала установить кронштейн, а потом в кронштейн вставить дышло-прицеп. Так значительно быстрее и комфортнее получается работать. В общем, вот так вот выглядит мой прицепчик теперь. Обрезал переднюю крестовину. Вот так она была где-то. Обрезал, трубы использовал на перемычке. Сделал эту перемычку, сделал вот эту перемычку. И одну еще протянул вдоль. Это уже у меня была кусок трубы. Упорное кольцо, оно ничего по сути не дает. Нагрузки на него нет, просто ограничивает вход кронштейна. Ну, на этом все. Останется сделать где-то сантиметровое кольцо, закажу у токаря, оно будет фиксирующим. И просверлю, как в заводском, отверстие.
чтобы вставлять шкворень с фиксацией. И буду ездить и радоваться, потому что это постоянный контроль при повороте мотоблока, постоянный контроль за крестовиной спереди, за треугольником, за этим, чтобы колесо не зацепилось, сильно напрягало я очень. Да и вообще она ограничивала. Из-за треугольника слабый разворот у меня был, очень слабый. Здесь уже, соответственно, очень хороший разворот в данном случае. Больше и не надо. Если кому-то хочется, можно эти пруты немножко обрезать на полсантиметра, и разворот станет значительно больше. Но я не думаю, что в этом есть вообще хоть какая-то необходимость. Ну вот и все. Все идеально, все красиво. Ну, не идеально, но красиво. Разворот на максимуме. Вот он. И упор. Кронштейн уже не даст больше завернуть. Но она больше и не надо. Тут и так весьма красиво развернулся. Старое дышло так не позволяло, естественно. Естественно, не позволяло. Не знаю, как вам, но мне лично нравится, что получилось. Сейчас я даже не буду голословным. Скажу, какая труба у меня используется. Итак, толщина стенки у нас 6 миллиметров. Толщина стенки у меня 6 миллиметров. Такая труба выдержит любую нагрузку. Скорее отломается все дышло, чем труба, естественно. Ну и через секунду покажу вам уже готовый результат. И небольшой тест-драйв сделаем. Итак, продолжим. Заказал я у токаря колечко фиксирующее. Внутреннее отверстие 61 миллиметр, снаружи 75, по-моему. Вот оно будет удерживать кронштейн от сползания. И осталось просверлить отверстие. Я еще думал, что горизонтальное отверстие делают, а не вертикальное. Потом дошло. Так оно же будет упираться. Либо снизу тогда придется все время вставлять. В общем, горизонтальное, чтобы не упиралось в кронштейн. Ограничивать отверстие будет 10, скорее всего. Больше не вижу смысла, потому что тут такие слабые усилия тягловые оказываются. Ну, я не вижу смысла делать больше отверстия. Это скорее ослаблять трубу. Начну сверлить сначала малым отверстием, потом большим. Пока мне кольцо делали, я уже успел и ангиной переболеть. 4 дня прошло с момента, где я уже начал хрипеть на видео. Пошел к врачу на следующий день. Так, говорит, ну у вас что-то вирусное. Ни антибиотиков, ничего не назначила. У меня что-то хуже. Чуть не сдох. Температура 39. Думаю, блин, ну какой уже, все уже, по-моему, куда уже ждать. Пошел, аугметин купил, и все, сразу полегчало. Она определила это как ОРВИ, да, или как, вирусная. А я чувствую, что у меня и суставы ломит, и кожа болит. Ну, как это было когда-то мне давно, так при ангине. Короче, вот так вот. Будьте здоровы. Следите за собой, не ждите. А то, получается, мне лекарства не назначили, и супруга мне говорит, ты должен сам побороться, что ты спешишь, сразу за антибиотик хватаешься. Я говорю, что хватаюсь, мне уже, говорю, температура, что хватаюсь. Сейчас, конечно, ямку копать надо уже. Подожди, пока организм справится. Конечно, надо ждать, но надо чувствовать себя. Когда тебе чуть-чуть плохо, да, и ты хватаешься за антибиотики, это, конечно же, нельзя так делать. А когда вот ты чувствуешь, что тебе уже все, трындец приходит, то тут уже не надо никого слушать, тут уже надо себя слушать. Да это все мелочи. Было и было. Так, все, фиксатор готов. Осталось дело за малым. Просверлить 2 отверстия, чтобы он не убегал, короче. Так, вот итог. Почему нельзя было сделать иначе, просто сделать стопор на конец, на трубу и все. То есть просто взять что угодно, там кусок трубы или арматурины, приварить сверху, снизу, по бокам и все на этом. То есть сделать кронштейн неотъемлемой частью прицепа. Болтающийся, да, туда-сюда свободно, но не съемный. Почему нельзя?
По той причине я попробовал. Кронштейн вставить с прицепом в мотоблок сложно. Это лишние мучения. Вот, к примеру, сейчас вот навскидку сделаем. Снять еще куда не шло. А вот засадить его туда уже с кронштейном надо выцеливать. И это достаточно сложно и бессмысленно. Потому МТЗ-завод в эту сторону не пошел и не сделал их несъемными. Я не знаю, может быть и были когда-то прицепы несъемные, но в данном случае так как есть. То есть берем кронштейн, вот он готовый кронштейн, вставляем его в серьгу, да, или как она там правильно, фиксируем. Все, а теперь налегке мы берем мотоблок, берем и вставляем уже непосредственно под любым углом трубу в кронштейн. До упора вставляем, красота. Накидываем кольцо, вставляем очередной шкворень, либо фиксатор, как угодно, и фиксируем. Ну, в данном случае у меня просто обычная проволока, потом можно чем-нибудь более красивым приспособить. Вот так эта красота выглядит сблизи. Фиксатор, кольцо, ограничитель, труба. Толщина стенки у меня 6 мм. Я не думаю, что там надо чем больше, тем лучше. Нагрузкой, ну, можно и 4 там. Я не знаю, честно сказать, не могу сказать. Ну, у меня была 3, была 6. Ну, я взял, естественно, 6. Вот. Ограничительное кольцо, которое приколхозил, чтобы ближе не подвигался. Ну и все. Сейчас тест-драйв и все по итогу. И готовый прицеп. Радиус разворота где-то 4 метра получается. Так-то это была реальная проблема. Вот именно при повороте это трындец. Это настолько вот приходилось и смотреть, куда ты едешь, и поворачивать. И радиус разворота был очень маленький, очень большой. Не 4 метра, как сейчас, а метров 15, мне кажется, был. Я вот не замерял, конечно, к сожалению. Можно было сравнить. Эта мысль пришла мне только сейчас. Радиус разворота замерить. Предыдущий и нынешний. Но я вам скажу, что я сейчас сбегаю, посмотрю, где я раньше разворачивался. Ну, не 15, 10 метров. 10 метров радиус разворота. Сейчас около 4. Ну, это же более чем в 2 раза. Шикарно. Так что теперь надо вот коллеге на работе посоветовать сделать упоры, который перевернулся на мотоблоке. Привет ему, кстати. А вообще надо кидать пить. Ну, это мой совет. Надо кидать пить. Точнее, если не получается кинуть бухать, надо прекратить пьяным ездить на мотоблоке. Это вообще самое стоящее. Вообще к технике не подходи. Если ты как бы закинул, да, в себя горячительно, а сиди ты лучше за столом дальше. Не надо кидаться, хвататься за инструмент, за шлифмашинку, за мотоблок, за плуги, иначе век недолог будет. Ну да, каждому свое, как и Вове, соседу. Все пропил, все вынес, ходит теперь, а работать не хочет. Дай да дай. Дай 10 рублей, дай 5 рублей. Поначалу жалко было, давал, потом. Думаю, да какого вообще стати? Поначалу просто, что он, как бы, люди же не сразу успеваются. Вот он поначалу ходил, там все светленький, там в дурку съездит, отлежится, там его отколят, а в себя придет. Все там хватается за работу, начинает что-то делать, там шурудить, там таксовал, там то все, потом опять на стакан и дальше. Вот, хватало раньше, вот, ездил в дурку, в Полоцке у нас там это как для выведения из запоев. Там 10-20 дней держали. Приезжает неделю какой-то кипиш наводят, там все быстрее, что-то, а потом что-то опять скучно и пошел. Сейчас уже даже не ездить перестал, сейчас все. Надо попить, надо еще успеть напиться, еще. Ну, как бы вот. И жалко человека, конечно, безусловно жалко. Да каждого жалко, потому что человек стремился, он там баню, он грохал двухэтажную, там иногда она проскакивает у меня на заднем фоне, там где вот картошка была, на фотографии, там баня такая, все, молодец, много силы, человек-то как бы с руками,
много сил влаживал в это дело, стремился к чему-то. Сейчас ни к чему не стремится. Дома шаром покатил, всю мебель продал, все имущество, там, телевизоры, все повыносил, за копейки сдал, все пропил. Все пропил. Пропивать скоро нечего будет. Скоро воровать, наверное, начнет, я же не знаю. Чем это закончится для него, как бы, ну, каждого не пожалеешь. И котят жалко, и собак жалко на улице брошенных, и людей жалко брошенных. Ну, как бы, на каждого жалости не хватит. Так что вот так. И прекрасная вещь. Блин, советую вот на 100%. Вот эти вот карданные соединения, ну, наверное, хорошо. Я не видел, не испытывал. Упоры, опять же, нужно делать, упоры и на тех же соединениях. Либо какой-то, я не знаю, что там, как-то иначе, либо трубу там одиночную выводить и на кронштейн приваривать ее. Да, в принципе, тоже возможно. Но мне нравится именно вот так, как я сделал. Я говорю только за это. За карданные я даже не ездил, только видел. Точнее, даже не видел, а слышал. Только слышал, что так делают. Каждый свою корову хвалит, я эту корову хвалю. Мне очень нравится, что она выглядит именно так, как здесь. И упоры, и труба, ну и все. Все остальные позиции тоже предусмотрены. Наконец-таки я убрал это говнище из этого ПМ-700 или МП-500. Я об этом прицепе говорил. Мнение о нем мое изменилось, да. Идея хороша, мне нравится этот прицеп. В общем-то, он мне нравится по своей конструкции, по своей идее. По своей реализации это полное говно. Стоит дорого, но за такие деньги, сколько он стоит, такая топорная работа, настолько много острых углов, ничего не отшлифовано, так легко искалечится себя. Вот, и реально он опасный. Этот прицеп опасный. Его надо сразу брать и обрезать все эти вот выступы острые. А с этим треугольником передним это вообще кошмар. Ну, сейчас-то уже все. Но опять же, вот купи прицеп, купи кронштейн, да. Хорошо, вот я взял его там за 80 рублей. А если бы по доставке, там, рублей 115 он стоит. Ну, это все в белорусских рублях. Ну, так что вот так. Тормоза в прицепе говно. Так что по прицепу я закончил. Прям нравится, очень красиво сделал для себя. В восторге от своей работы. Прям теперь хочется ездить туда везде. Но самое главное, думайте, опять же, вот, казалось бы, да, горлышко заболело туда-сюда, все хуже, блин, суставы заломило, блин. Заботьтесь о своем здоровье, не ждите, не следуйте слепо советам врачей. Я не говорю, что надо хвататься при каждой болезни за какие-то серьезные лекарства, но вы все-таки анализируйте себя. Я чувствовал, вот, что ну, не то. Вот мне все хуже и хуже день ото дня. Вчера голоса у меня вообще не было. Пропал, шипел только ходил. Сегодня голос появился, потому что сам лечиться начал. А мне надо было только через, вот совсем, когда критическими стало, уже 39 температура, а на прием только через несколько дней, ну, через 2 дня там. Ну, вот казалось бы, и что делать? Ждать приема врача, скорую вызывать. А сколько можно разрешения спрашивать? В данный момент, когда вам не 37 температура, а все-таки 38 и выше, не надо ждать врачей. Тут надо делать уже, что-то предпринимать. Врачи – это такие же люди, они не боги и совершают колоссальное количество ошибок. И не несут за это никакой ответственности, по большому счету. Не ездите пьяными на мотоблоках и за рулем вообще. Как коллеги, привет, я уже передавал. Решил доснять небольшой моментик. Сейчас покатался по пересеченной местности, по горбылям. Ну, блин, небо и земля. Вот старый кронштейн, такое говнище. Лучше сразу его к черту срезать и забывать, и переделывать. Хоть на что-нибудь другое. Раньше сбрасывал скорость, потому что боялся. Как-то трещало все, и как-то вот не было уверенности, не знаю почему. Очень было неприятно кататься. Всегда надо было сбрасывать скорость на горбылях. Сейчас же на 4-й передаче спокойно, уверенно. Даже не ожидал. Казалось бы, всего лишь поменял кронштейн, а вот, пожалуйста. Комфорт стал значительно выше и безопасность значительно больше. Ну и вот такое вот довершение этого видео.
Дети давно просились у меня сесть на мотоблок. Одному 10, второму 12. Понятно, я их не пускал категорически, потому что из-за этого треугольника, из-за этого двойной рамы это было очень опасно. Понятно, что и вообще как бы детям не игрушка мотоблоки, но на небольшой скорости все можно, если головой думать. Сейчас я уверен в том, что мотоблок не зацепится, если и попытается вырваться, то вот на упорчике, я вот даже смотрел, я ехал, если что, дети спокойно разворачиваются, упираясь упорами. Ну, в смысле, не дети упираются, а кронштейн упирает. Теперь я спокойно детей отпускаю, и они катаются на мотоблоке. Конечно же, я за ними присматриваю, но тем не менее. Ну а как еще приобщать интерес ко всему? Если у вас нету на мотоблоке упоров, само собой ребенка не садите. У меня у коллеги на работе, у второго, не у того, который на брадо перевернулся, а у второго. У него, он сказал, упоров нету, но мотоблок может чуть ли не под 90 градусов становиться и разворачиваться. Но я так понимаю, что в любом случае наступит момент, когда все-таки он зацепится. Либо когда, если, не дай бог, на большой скорости резко вывернуть с руля, можно и кульнуться. Упоры у мотоблока должны быть. Это крайне большое, очень важно. Это мое мнение. Если у кого-то другое, пожалуйста. В моем случае, на моем мотоблоке есть упоры. Они ограничивают радиус разворота. Шикарная вещь. Всем рекомендую. Кронштейн в МТЗ САЗ в фирменном магазине 82 рубля. Итог. Покупкой доволен. Покупку рекомендую. Небольшие доделки, переделки и все. Получился практически МТЗовский прицеп.